Привет, друзья! Рада видеть вас в своем 4-м влоге. Сегодня мы прокатимся по Воронежу, вы увидите много нового и интересного. Поехали! Мы вчера виделись с папиной двоюродной сестрой, двоюродником, Мариной. У нее есть дочка Кира, муж у нее Володя. И они нам показали Воронеж и провели, так сказать, экскурсию, покатали на своей машине. Было очень классно, уютно и приятно. Мы отлично пообщались и узнали много нового друг о друге. Покажу вам знаменитую Воронежскую набережную. Знаменита она тем, что там стоит огромный корабль под названием «Гота Предестинация». Это название означает «Божье провидение» или в переводе с латинского «предопределение», в переводе с английского «Судьба предначертания». Корабль является действующей исторической копией русского линейного корабля «Гота Предестинация» времен Петра I, построен в 2011-2014 годах. Корабль пришвартован у Адмиралтейской площади. Интересный факт. Существуют памятные золотые монеты номиналом 1000 рублей с изображением корабля «Гота Предестинация» из серии «История русского военно-морского флота». Тираж выпуска 500 штук. В 2014 году в корабле разместился музей военно-морского флота. Музей проводит ежегодные мероприятия, приуроченные к спуску корабля на воду. Поплыл кораблик по Воронежской воде навстречу сияющему городу. Смотрите, какие тут уточки. Нашли такой офигительно красивый, царский, великолепный корабль. Он просто нереально красиво украшен, деревянный, на нем что-то написано. Меня что-то тут комар ел. Знаете, корабль просто выглядит грандиозно. Воронежская набережная меня удивила своей простотой и просторностью. Сейчас на ней нет ничего лишнего, хотя говорят, что выделены какие-то деньги на благоустройство и развитие набережной, чтобы было больше развлечений, больше каких-то киосков и всякой лабуды, как и вы всегда знаете, на каждой набережной бывает. Но сейчас, в данный момент, мне очень понравилась набережная, она просторная, есть какая-то круговая дорога очень широкая, на которой можно кататься на великах. И вот этот корабль мне очень понравился, он такой прям настоящий, на воде, он суперский. И я, кстати, перед поездкой читала Ивана Ефремова «Кэти Сарк». Кто знает это произведение, и там как раз все о кораблях, о кораблестроении и каких-то корабельных приключениях и историях. И вот, пожалуйста, оживший корабль из этой книжки. Мы, кстати, как самарские, типичные самарские, супер нарядно оделись, просто как на бал, как нам сказали, когда мы выезжали. И я, конечно, нацепила кучу украшений, как всегда. На нас смотрят, как на белых ворон, мы очень сильно отличаемся, мы все фоткаем, сразу видно, что мы приезжие. Не зря тащились 930 километров от Самары, все это было ради вот этого корабля. Офигенный корабль, и селфи с ним очень дорогое. It's Anna from Voronezh. Now I'm
recorded some videos for my blog, but I'm not sure that it will be posted because my voice is very quiet. Greetings from Voronezh, and we're traveling with parents. We're walking on embankment now, and yeah. You see, this ship is very much giant and beautiful. I wanted to show you this. So hope you're doing well, and yeah. See ya. Это моя мама красотка. Итак, мы первый раз в Воронеже. Посмотрите, какая здесь гигантская площадь. Вот здесь деревянный кораблик. Вот вы его можете видеть, да? Здесь такая чудесная зеленая вода, набережная. И смотрите, здесь такие вот штучки, вот эти беленькие, интересные. У нас в городе таких нет. И тут играет музыка с авторскими правами, поэтому до следующего кадра. Forever, can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. А потом мы поехали в парк. Привет, Воронеж! Это мы. Это мама, если что. Да, это я. Гуляем по парку, любуемся фонтанами. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? А потом мы поехали гулять по ночному городу. В Воронеже очень много красивых зданий, прекрасная архитектура. Мы на Театральной улице, где расположен Воронежский концертный зал. Прогулялись по Советскому скверу, посмотрели поющие фонтаны.
меня вот здесь микрофон-петличка. Надеюсь, звук нормально пишется. Я сейчас взяла папину селфи-палку, чтобы позаписывать. И она со стабилизатором встроенным. И это так круто на самом деле, потому что телефон сам нивелирует все вот эти колебания. Машина трясется. Вот. И также сам выравнивает горизонт очень ровно. Это очень круто на самом деле, потому что у меня плохой глазомер. Я обычно горизонт вот так вот заваливаю то влево, то вправо, вот ось. А здесь палка как бы сама выравнивает все. Вот. И еще в Воронеже мы там увидели ДНС и зашли, купили мне флешку на телефон. Вот так вот выглядела упаковочка. Сейчас достану, покажу. Вот. Упаковка на 128 гигабайтов, но как оказалось, когда мы ее распечатали, что на 116 гигабайтов, то есть 10 с лишним гигабайтов съела память системы, я не знаю что, но в общем покупаешь на 128, а на деле 116 гигабайтов. И моя старая на 16 гигабайтов расширительная флешка, она у меня теперь в таком чехольчике, лишь бы ее не потерять, потому что у меня на ней что-то было, но так как система уже пищала, что полностью заканчивается место на телефоне, я не смогла ничего с нее перенести. Ой, здесь какой-то комплекс «Родные просторы». И в итоге мы вставили в мой телефон флешку на 128 гигабайт. У меня очень тихий голос от природы, меня вообще не слышно, меня вот даже папа не слышит постоянно, потому что я на других частотах разговариваю. Вот. Но микрофон должен исправить как-то это все дело, потому что когда я на родной микрофон на камеру записывала, вообще звук тихий-притихий, и мне постоянно приходилось усиливать в программах громкость своего голоса. Вот, так что пользуемся сейчас благами цивилизации. Селфи-палка и микрофон-петличка. И смотрите, какой здесь шнур. Здесь можно просто отходить, не знаю на сколько метров от камеры. Вот такая крутая еще бобина здесь есть. И тут, смотрите, есть off смартфон, это значит записывает на смартфон и камера. Также можно подключить к камере. Ну, если у кого есть крутые камеры и вход для микрофона, то можно подключить. В общем, микрофон супер крутой, называется Boya M1. И это считается один из лучших микрофонов на рынке. Я, если честно, очень довольна, потому что, ну, все-таки же, когда есть техника, вот эта вся необходимая, сразу так качество level up. И вообще вот эта селфи-палка супер удобная, и микрофон тоже интересно, как меня будет слышно. Я когда один раз проверяла его, записывала на диктофон, было слышно даже мой самый тихий голос так, как будто я говорила громко. То есть вообще удивительно. Ой, я так солидно выгляжу с этим микрофоном-петличкой. Я представляю далекое будущее, так, селфи-палка из руки, так, расширительная флешка в мозг, вот, очки записывающие, камеру, да, но это так. А папа взял себе держатель для телефона в машину. Я взяла с собой бисероплетение, вязание, рисование. И почему, собственно говоря, люди в поездку берут с собой какое-то хобби или вещи какие-то, да, чтобы поделать что-то, чтобы не скучно было. Книги часто берут в поездку. Это все нужно для того, что человек думает, что в городе вот суета-сует, он ничего не успевает, работа, еще какие-то факторы давлеющие, что он не успевает заняться тем, что требует его душа, потому что работа работы, а душа все-таки же она у нас творческая, и она требует чего-то такого, бисероплетения, там, рисования, вязания, чтения. Вот. И поэтому в поездку человек часто берет с собой что-нибудь такое, типа хобби, да. Вот, там как раз располагающая спокойная атмосфера, вот, уже никаких городских и рабочих факторов не будет для того, чтобы вам помешать заняться тем, чем вы действительно хотите. Вот. И человек как-то думает наивно, что именно в городе, именно в деревне он сможет все это порешать, то, что он любит, да, это то, что вот хобби, его всякие штучки. Вот. Но на самом деле приезжаешь в эту деревню и вообще от всего офигеваешь. Зеленые деревья, или там коровы, или
Или что еще у нас там? Деревянные дома. Вот, это как в анекдоте: вас городских так легко удивить, о, коровы, да. Вот, ну, я, если честно, из всех хобби, что я с собой взяла, вот немножечко только повязала и чуть-чуть поразукрашивала. Прям капельку-капельку, совсем недолго. Вот, так что я не знаю, как я успею все поделать, что я люблю, или не успею. Вот, вообще, я давно нашла свой дзен, круг вещей, которым я люблю заниматься. Вот, поэтому мне большего и не надо особо. И так очень много хобби. И когда какое-то хобби не успеваешь поделать, оно как будто так плачет в сторонке. Как же так? Вы меня забросили. Почему, Аня, ты не занимаешься бисероплетением? Почему ты все силы сейчас потратила на вязание? Вот, то есть хобби, они такие ревнивые между собой. Я очень люблю ходить по гостям. Вот, это прям вообще класс. Везде, где мне предлагают выпить чай, я всегда соглашаюсь выпить чай. А вот кофе я не люблю. Я считаю, кофе забивает сосуды. Это вообще так себе история. Абсолютно. Вот. Иногда утром перед работой можно выпить кофе, чистый, чтобы не уснуть. Еще, знаете, здесь вот в деревне небо абсолютно другое. Оно какое-то заряженное, чистое, красивое. Прям великолепное небо. Не то, что городское. В городе и свет не так рассеивается, и деревья не зеленые, и небо не голубое. А здесь прям все клево. И вообще мне нравится вот этот концепт путешествий. Я по знаку зодиака Рыбы, и мне просто жизненно необходимо куда-то выходить, выезжать, куролесить, танцевать, что-то делать, что-то видеть новое. И, в общем, чтобы была такая смена обстановки, потому что без смены обстановки рыбы просто чахнут в своем болоте. Я еще путаюсь, смотрю то на камеру, то на вот этот вот экран, то, что вот где видишь себя, да. Конечно, хочется смотреть на себя. Создатели телефонов, создайте, пожалуйста, такую камеру, чтобы она была во весь экран, то есть экран и камера совмещенные, чтобы не смотреть вот в эту вот точку камеру, а смотреть сразу вот на экран, на себя, и потому что это, знаете, как заигрываешь с собой в зеркале, так гораздо удобнее записывать, когда знаешь, какая у тебя мимика, как ты выглядишь, вот все такое. И простите вот за вот этот вот бардак на заднем сидении. Я в следующий раз буду записывать вот так вот. Вот так вот. Вот так вот хорошо, по-моему. Вот. И ракурсы тут вообще, конечно, плавающие. Вот я знаю, что вот так вот снизу вверх лучше не записывать. Лучше вот так, сверху вниз. Я также и селфи делаю. И небо вот всю дорогу безумно красивое. Такие были лучики, падающие с облаков. Вот. Красивые очень. Люди, у которых есть очки, скажите, вам тоже не нравится, что у вас бликуют вот эти вот очки, блики в очках? Это же странно выглядит, да? Еще вот эта штучка, которая немножко деформирует овал лица. Вот, то есть, ну вот вы видите, да, этот переход. Ну, такой вот мнительность, да, есть у меня. Поддержите меня подпиской и лайком. Большое спасибо. До новых встреч!